Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие. Расклад Таро. Что произойдет в период коридора затмений 17 февраля и останется с вами в марте? Что ждет в ближайшие дни? По сути дела, совсем близко, да, мы уже на пороге этих событий стоим. А сам по себе коридор затмений продлится до 3 марта, и мы всегда говорим, это как кульминация какого-то вопроса. И 28 февраля нас ожидает еще и коридор затмений, поэтому, правда, какая-то ситуация может проясниться. Вот давайте узнаем, чего вы пока не видите, что скрыто, а между тем, что ожидается в будущем, что вам по судьбе. И рассмотрим совет Таро как с позиции позитивной психологии. Будем добрее к самим себе и к собственной душе. Выпавшие значения как альтернативный вариант. И я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Позитивно мыслить нам помогает, это правда. И для вас наступает доброе время. И даже где бы вы ни проживали, но какая бы ни была у вас сейчас в данный момент ситуация, поверьте, надо правильные мысли отправлять в пространство. Для вас будет очень хорошая конфигурация до лета, будем говорить, да, которая может быть связана именно с тем, что вы будете с чем-то определяться. Но далее там могут вторая половина, ну, я так предполагаю, 2026 года, там как-то веселее могут пойти дела в плане финансов. Ну, давайте будем смотреть, пока не будем забегать далеко. Что же в ближайшие дни, в ближайшее время? И карты пасьянса чаще всего это вот именно те события, которые, ну, вот-вот будут происходить. Ну, или могут происходить. Что случится, что скоро произойдет. Где-то про скорость, потому что это то будущее, которое у вас на пороге уже стоит. Ну, нет пока совпадений, вот с вами говорю и достаю новые карты. Когда такое случается, спокойное течение жизни. Это тоже неплохо. Все идет своим чередом, или все идет так, как, в принципе, вы и планировали, или вы люди очень интуитивные. Может быть, вы уже предполагали, что вот именно расклад будет такой. Тогда слушайте свою интуицию дальше. Правда, тут вам как по судьбе. Тут, знаете, когда выпадает это значение, мы не можем ни что-то и ускорить, но мы и не можем что-то притормозить. Тут всему свое время. Ладно, пойдем еще дальше. Вот для кого-то из вас выход из одиночества. Я такое могу предположить. Интересный расклад. Правда, смотрю, что же тут у нас еще с вами совпало. Смотрите, тут какие-то могут быть, ну, как по судьбе, открытая книга. Для кого-то учеба, для кого-то работа. Вообще это инстанции, учреждения, организация, как прописано в этом пасьянсе. Поэтому, может быть, это куда-то будете отправляться, что-то согласовывать. Кто-то ищет работу, значит, собеседований будет больше. С кем-то, как из официальных лиц, вы можете говорить и по учебе, почему нет. Для кого-то из вас тут именно планы больше будут, которые по судьбе. Здесь могут быть важные встречи, будьте внимательны, мои дорогие, с какими-то людьми, важные персоны и разговоры вместе с ними. Может быть, для вас прояснится какая-то ситуация, и даже вам, кому-то. Может быть, придется обратиться к юристу, например. Я такого тоже не исключаю. Почему? Ну, потому что, когда выпадает книга, это нам тоже как предложение рассмотреть тот или иной вопрос с официальной позиции, не через эмоции. Но у вас есть еще сомнения по какому-то поводу. Ну, сомнения это не есть что-то материальное. Сомнения у любого из нас есть 150 раз на дню. Но, видимо, не сомневаться самое главное в самих себе. Так, что мы тут можем еще соединить? Мы можем соединить кольцо. У вас есть человек, пусть людей много в вашем окружении, но есть одна какая-то персона, которая вас готова и поддерживать, но и с вами как на одной волне. То есть не совсем сами вы по себе. И правда, такой период в наше сложное время мы с вами проживаем в эпоху перемен, поэтому надежные люди едва ли неважная составляющая наших побед в дальнейшем.
Не вижу больше совпадений, поэтому давайте узнаем, так а что же скрыто? Это интересный расклад. Все по судьбе. Знаете, тогда можем сказать совет такой еще от карт, что, ну, вот как проскользить по этой глади судьбы нужно. Значит, период как минимум до конца февраля. От себя хочу добавить, что февраль — это не тот месяц, когда мы резко что-то рвем, ломаем, уходим с работы, так, знаете, хлопнув дверью или с кем-то поругавшись. Нет, вот выводы, планы великолепно строить, что-то изучать, уже как будто, знаете, вот прицеливаться. То же самое касается отношений. Мы не рвем отношения. Выводы мы делаем, но, видимо, уже первые шаги какие-то, да, или что-то более конкретное. Это может быть уже туда март с заходом. Ну, давайте будем узнавать. Что скрыто от вас? Чего же вы пока не видите? А что же станет явным? Что прояснится в феврале и будет продолжено дальше? Что будет дальше в марте? И в конечном итоге к чему это все идет? К чему приготовиться, как событие февраля повлияет на вашу жизнь в марте? И по основным сферам жизни. Первое, что ждет вас в личной жизни? Что ждет вас в отношениях? И мы рассмотрим по трем позициям. Для тех, кто в паре, для тех, кто один или одна, узнаем, состоится ли новое знакомство. И сложные отношения, путаницу какую-то тоже с вами рассмотрим. Что ждет в работе? И финансы, что ждет в финансах? Итак, что ж там скрыто? Отдых. Тут какая-то пауза, правда. Отчасти карта говорит, что вам дается это время что-то переосмыслить, это факт. И это не должно продлиться, конечно, долго. Может быть, уже буквально сам конец февраля и прояснит вам какую-то ситуацию. И первые числа марта вы уже будете более ясно видеть, ну вот дальнейшее, что вы будете продолжать или с чем вы будете соглашаться, может быть, да, или какая траектория перед вами открывается. Но четверка мечей, мы ведь приводим и тело, и мысли в порядок. Вообще пауза сама по себе снова нам говорит карта. Что же скрыто? Ну, это... тут вот так вот интересно. Все то, что я говорила. Вот смотрите, четверка мечей — это где-то, ну, вот то значение, как по судьбе, да, вот не раньше и не позже, а в какой-то свой срок. А император — это вот эти учреждения или какие-то организации, высокопоставленные чиновники. Здесь, правда, может быть даже такой момент, когда вам нужно будет куда-то отправиться, ведь это представитель власти, может быть, да, или представитель закона. Вот я не случайно говорила про юристов. Вам нужно будет поступать именно так, как предписывает закон. Может быть, вам и придется совершить не одно, а множество таких поездок. Явно какая-то есть тема, которую вы хотите для себя решить. Но, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки, она не будет решена быстро. Ну, по крайней мере, не до конца февраля. Ну, и я говорила, планетарные аспекты нам даже рекомендуют. Ты прицеливайся, но пока ты тут какую-то структуру не ломай. Но уже приготовься, потому что ведь это организация нашей жизни. Ты стоишь на кону того, что или у тебя на кону стоит тот период, когда тебе придется свою жизнь организовывать по-другому. Но пока, видимо, ведь это всегда карта недостатка, недостатка взаимопонимания, недостаток по финансам. Поэтому кто-то может из вас чувствовать или уже сейчас быть в какой-то ситуации, ну, хочется денежек побольше, будем говорить. А вот вы знаете, все равно, видимо, где-то карта подсказывает, что первое, от того, как ты сумеешь выстроить взаимоотношения, будет зависеть буквально твой финансовый эквивалент. От того, как ты сумеешь договориться, то тоже будет зависеть тот или иной приход денег. От того, как ты сумеешь правильно сэкономить, вот это тоже, да, ну или держать вот этот самый баланс, будет зависеть организация твоей жизни. А что еще скрыто? Ну, наверное, если я сказала на далекое будущее, про планы, вот самое время строить. Несколько поотдаль. Вы должны с чем-то четко определиться. Понимаете, у вас на кону два старших аркана, причем очень серьезных. Это структура какая-то, или пусть это будете вы сами, мои дорогие. Почему нету таких энергий, когда приходится организовывать, и вы видите, чувствуете, что жизнь меняется. Но тогда это не резко, как мы ломаем что-то через колено буквально. Да нет, тут не надо, иначе нас изнутри будет что-то ломать.
принять какую-то данность. Что-то явно нужно будет и пересмотреть. Но и есть те люди, с которыми, ну, буквально нельзя, ну, может быть, и поссориться. Вот где-то такой вот нюанс тонкий. Или когда с вами не согласны, значит, в штыки мы это тоже не воспринимаем. Тут явно есть какие-то взаимоотношения, повторюсь. У кого-то это может быть важный человек в вашей жизни, у кого-то отец, вот иногда бывает и так, или иногда это пусть даже руководитель, вот есть какая-то ваша задумка на долгий период времени. Вот что скрыто, вы можете сейчас не видеть, а человек какой-то другой, который продумывает, ну, какую-то, может быть, свою траекторию, ну, с вашим участием, причем на долгий период времени. Вам может поступить какое-то предложение по работе, но не прямо буквально сию секунду, а чуть позже. Для кого-то из вас будет как личная жизнь, когда тоже нужно принимать решения по личной жизни или брать ответственность на себя. Это тоже скрыто, может быть, но это нужно еще и одновременно продумать на какую-то далекую траекторию. Звезда– это когда исполняется наше желание. Но также это выбора правильного направления лет на 10-20. Поэтому вам дается такой спокойный период, для чего это все нужно. Для того, чтобы вы правильно какую-то конфигурацию жизни собственной придумали для себя. И послушали, свое сердце, и одновременно, ну, где-то очень рационально, вот так вот холодно подумали, что следует продолжать, а что нет. Так что же станет явным? Что вы во многом заблуждались. Вот, кстати. Ну, пусть не во многом, но тут у нас 7 кубков, поэтому у нас тут может быть планов куча, да. Может быть, как 7 чудес света, 7 дорог, 7 каких-то дел, 7 идей, да. Ну, может быть, и плюс-минус, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но не все это жизнеспособно, мои дорогие. Вот вы тут будете проводить вот такие параллели, что ну да, вот чему-то сейчас не время, а в чем-то я уже сделал все, что мог. Вот так, что же прояснится. Ну вот именно и прояснится к вашей радости, мои дорогие. У кого-то в личной жизни будут какие-то приятные моменты, а я бы даже сказала, кто-то из вас, знаете, задумается менять работу или пусть останется в том же коллективе. В вашем коллективе могут произойти изменения. Могут быть новые, как коллеги, да, или может быть какой-то новый интерес по части работы. Кто-то начнет строить карьеру и, может быть, совершенно не в том ключе, как вы это предполагали раньше. Вы сами, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, что-то будете менять. И вот что вы будете менять, вы предположить сейчас можете – но, видимо, пока это еще, знаете, как уравнение с множеством неизвестных. Вот пока и тут сколько ты себя не тормоши, не мучай, но вот пока определенный срок не пройдет, тут не получится как-то кардинально изменить ситуацию. Но будем говорить, пару недель- это не такой великий срок, правда? Особенно в разрезе истории. Это вообще одно мгновение. Так вот, вам дается этот период для того, чтобы, может быть, и набраться сил отдохнуть, но и более рационально что-то оценить, чтобы не было иллюзий, мои дорогие. Тут ведь это карта иллюзорного успеха. Поэтому что откроется? Мы думали, что нас там успех ждет, а потом понимаем, да, ну ерунда какая-то, не буду этим заниматься. И тоже своего рода победа, потому что прокрастинация, ожидание какое-то закончится. Кто-то собирался, допустим, учиться на что-то одно, или, может быть, вы для себя приоритеты, вам интересов было много, а нужно пройти какие-то курсы, вам нужно выбрать буквально. Иногда обучение идет по этой карте. Вот именно от того, как вы выберете направление, будет зависеть, опять же, ваша финансовая составляющая. Тройка Пентаклей всегда карта будущего, как и любая тройка, но она больше сопряжена с тем, что мы сдаем как жизненный экзамен. Или буквально, может быть, у кого-то сертификат нужно получить, документ нужно получить. И для этого, может быть, там сколько-то дней курсы, а может быть, и не дней, а может быть, онлайн. И вы все вот эти вопросы быстро заполните, пройдете. Но мы тоже как будто учимся, да? Надо ведь правильно ответить, надо правильно заполнить что-то. У кого-то вот и такой, может быть, тоже жизненный экзамен. Поэтому не стройте себе какого-то искусственного ускорения. К чему приготовиться, к чему это все идет. Вот посмотрите, все таки это уже где-то на март. Ну, может быть, еще и первая неделя где-то марта, она может говорить о том, что, вот были предположения, может быть, были и представления, но наступает период, когда мы выходим из какого-то состояния, когда,
Ну, как мы находились в искаженном восприятии, ведь это карта искаженного восприятия. К чему это все идет? Вот заканчивается вот это искаженное восприятие. Только что об этом говорила. Заканчивается, может быть, и период иллюзорный какой-то или прокрастинация. Туз жезлов — это всегда шанс. Но вот сумейте взять мечту, так и хочется сказать. Мы ведь можем тут поспешить, кстати, да? Согласиться на какую-то ерунду. Или себя начав теребить. Углубимся в какой-то проект. Но, стало быть, почему нас так, ну, чуть-чуть, время на подумать нам дают высшие силы? Потому что какое-то дело, может быть, мы рьяно за это возьмемся, а потом это, знаете, как дорога в никуда. Но вот тем не менее тут на обратный момент. Это из никуда у вас получается какой-то хороший шанс и возможность. Это всегда карта, она дает именно какое-то новое событие или новую информацию, своего рода прорыв. Туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. То есть вот этот момент перехода, он, безусловно, настанет. К чему приготовиться, к чему все идет в марте. Но вот тут не подзастрять будет, знаете, может быть, это жизненный экзамен, насколько ты силен рассмотреть вот эту возможность. Потому что, правда, это не есть что-то явное. Человек ведь не видит, что у него возможность, ну, буквально перед носом, просто поворота головы. Для кого-то из вас карта будет говорить о том, что принять какую-то альтернативу. Как будто у вас уже есть какие-то ресурсы, у вас есть какие-то знания, или у вас есть в чем-то возможность, но вы не хотите это видеть. Вы не хотите этим заниматься, вы не хотите это продолжать, или вы думаете, что оно ни к чему не приведет, а на самом деле вот в том, чем вы не ожидаете, в этом может быть такой прогресс, очень знаковый, точно. Но дополняется то, что я сказала, вот как по крест, да, судьба, мы говорим, как по судьбе события, 20-й старший аркан суд. Тут все происходит в свое время. Вы сейчас проходите как момент перехода между прошлым и будущим. Поэтому и нас может так немножко штормить внутренне, хочется сказать. Но это карта исцеления. Исцеление и, знаете, избавление от боли, избавление от страданий. То есть пусть даже вот этот кульминационный момент, который вы сейчас проживаете, он кому-то будет сложен, или много мыслей, много эмоций, много чувств, да, и ситуация такая, когда тут и что-то может быть связано с документами, с работой, с обучением, у кого что. Тут не совсем нам о личной жизни говорят, нет, тут именно какая-то деловая сфера или вообще куда вы собираетесь приложить свои усилия, свои знания, таланты. Так вот, наступает тот момент, когда не оглядывайся назад, нам говорят. Но еще, видимо, до конца февраля, может быть, и начала марта, и еще мы как будто оглядываемся. Личная жизнь. Что ждет вас в личной жизни? Паш мечей, какая-то новость. Для кого-то из вас новость от ваших детей. Но и информация, безусловно, у каждого по-своему здесь будет, поэтому давайте рассмотрим сразу по позициям. И первое, для тех, кто в паре. Что это тогда за новость? Для кого-то из вас это может быть та новость, когда действительно, может быть, закончится одиночество. Одиночество вдвоем, хоть мы на пару смотрим. Заканчивается какой-то период, когда вы буквально, ну, может быть, была какая-то ссора, было недопонимание, и тут у каждого по-своему. Кто-то, безусловно, двойка пентаклей, будет держать вот такой двойной баланс и договариваться, потому что тут быстро что-то не пойдет. Отчасти нам говорят, будь легок на подъем, и, может быть, для кого-то из вас куда-то отправиться, может быть, совместно куда-то съездить. Я очень люблю отшельника, хоть она у нас и на личную жизнь, и на впаривает именно выпала. Никто не мешает. Поэтому никто не мешает правильно договориться, друг друга услышать. Но баланс нужно держать. Поэтому где-то не вспоминать, ведь это карта мудрого человека и независимого человека. Держать баланс, но, может быть, где-то и себя преодолеть, хотя бы на какой-то важный разговор. Прояснить что-то, потому что отшельник — это, безусловно, философия жизни, это ясность. Что это еще? Вы останетесь довольны. Девятка кубков. Здесь, безусловно, с двойкой пентаклей, может быть, шаг за шагом вы можете решить, кстати, финансовую историю. Для кого-то из вас
Здесь может быть даже какое-то планируемое путешествие, отшельник и двойка пентаклей. Но тогда это быстро, может быть, как ваша мечта, мечта вашей пары. Здесь может быть и такой момент, с учетом пажа мечей. Может быть, вы в вашей паре куда-то вместе собирались. Или собирались поменять жилье, например, да? Вот что-то вы об этом говорили. Но вы сумеете это сделать, но это не произойдет молниеносно. Да, вы вот этот итог в конечном итоге получите и останетесь довольны. Но здесь может быть и такая конфигурация, что вы куда-то собирались, а потом не поехали и скажете себе спасибо. Нет, и не надо, мне это вообще не нужно. Здесь может быть такое сочетание, когда мы, ну, вот так вот рассудительно, по-философски отказываемся, понимая, что ну, не имеет какого-то прогресса, а прогресс, он как будто совсем в другой стороне. Могут быть такие метаморфозы у кого-то и по работе. Вы ориентировались на что-то одно, я только вот об этом говорила недавно. А здесь вы видите, что, а на самом деле-то тут надо как-то по-другому. Либо менять метод, либо дополнительная у кого-то работа. Уран у нас все дробит, поэтому у кого-то был один источник дохода. А теперь надо подумать, может быть, о дополнительном, удаленная работа или работа, которая, ну, может быть, приработок, да, или пассивный доход. У кого что. Это мы себе строим хорошую подушку безопасности. Потому что для вас, мои дорогие, независимость какая-то, она тоже имеет значение. Ну, такая по-философски. Это тут не о гордыне ни разу. И отшельник, вот я говорила, как вы сумеете договориться, так и в том направлении поплывет корабль вашей жизни в паре. Так вот, по отшельнику его невозможно расстроить какими-то колкими фразами или какими-то словами. Он философ, его это не цепляет. Но точно так же ему невозможно розовые очки как будто на нос нацепить, усыпив его бдительность, потому что если даже там поют дифирамбы, ну, ему тоже все равно. Вот понимаете, абсолютная непредвзятость суждений будет важна в жизни в паре. И умение договариваться, тем не менее. Для тех, кто один или одна, возможно ли новое знакомство? Да, конечно, возможно. Причем при каких-то странных обстоятельствах. Возможно ли новое знакомство? Когда вы случайно окажетесь в каком-то коллективе или будете приглашены на какое-то мероприятие, не отказывайтесь, для кого это актуально. Может быть, в чью-то семью даже, кстати, я такого не исключаю. Для кого-то из вас эта встреча вообще может вот за любым поворотом наступить. Ну, конечно, будем реалистами. Но нам тут не говорят, что это будет что-то продолжаться. Вполне вероятно, у кого-то даже эта встреча начнется с ссоры. Вот даже так. Когда вы окажетесь, ну, вот в том месте, которое для вас, ну, вы туда приходите совсем не для того, чтобы знакомиться, назовем это так, да, и начнутся какие-то диалоги, может быть, даже это начнется со спора, и тем не менее вы удивитесь, но вы можете встретить такого человека, а потом останетесь довольны. Но дальше мы не знаем, что там будет, это не тема нашего расклада, но будьте внимательны, вот такая жизненная метаморфоза тоже может быть. Тут точно все по судьбе. Для тех, кто в сложных отношениях. Опять же информация, поэтому информация какая-то будет. По восьмерке жезлов, знаете, это добрая трансформация. Поэтому все зависит от того, хотите вы продолжать и хочет ли продолжать человек. Потому что тут всегда очень важно, чтобы двое хотели договориться или хотели быть друг с другом. Да? Это взаимный энергообмен. Но в данном случае восьмерка жезлов дает нам ускорение. Ускорение, когда быстрее встретиться, быстрее совершить какую-то важную беседу, быстрее, может быть, прояснить, хотя для кого-то из вас это будет важный документ или конкретно важная весточка, письмо. Точно помириться. Шестерка кубков здесь может даже говорить о том, что это может быть человек, который долгое время о вас думал, а вы о нем думали. Вот правда, вы могли думать приблизительно, мечтая об одном, но вот подходы у вас были разные, поэтому, может быть, вы где-то и не смогли договориться. Но тут, знаете, может вам человек, который даже когда-то пусть это не для всех, но приготовьтесь и к таким сюрпризам. Может быть, вы и забыли о нем. Могут быть даже те люди, когда у вас закончились взаимоотношения, и вы уже к этому привыкли, что, ну, или поставили в этом точку.
И вот даже в таких отношениях вы можете вдруг кого-то встретить. Может быть, вы даже и не ожидаете, потому что не считаете друг друга парой. Вот, кстати, и такое может быть. И прежняя любовь может вспыхнуть с новым силой. Вот поэтому будьте внимательны, кому что нужно. Опять же, это не просто, да, отношения должны быть построенные на интересе, потому что сегодня интерес есть, а завтра иди поищи, куда он делся. А именно на искренности, на верности. Но, по крайней мере, помириться для тех, кто не нашел взаимопонимания, поссорился, определенно можно. Что ждет в работе? Снова нам. У вас теперь серьезные карты выпадают на дела, на работу, на бизнес, на какие-то правильные ориентиры, организацию жизни, на учебу. Потому что, опять же, карта будет говорить на работу. Здесь может быть какое-то предложение, но которое вам нужно очень рационально для себя прояснить. Здесь будет буквально необходимо знать, как работает в отношении вас закон, знать какие-то социальные гарантии, не взять на себя ту ответственность, которая строится на обещаниях, а понимать, что любая ответственность – это юридическая ответственность. Для кого-то из вас по работе будет разговор с руководителем, для кого-то из вас построить карьеру. Рационализм, совершенно холодная голова для вас необходимы. Это на работу, отчасти на деньги, на учебу, на, может быть, на документы, на ваши планы, что ждет в работе. А ведь и правда тут может быть, я уже не первый раз об этом говорю. Тут есть какая-то персона. Может быть, это уже прежде у кого-то были беседы с руководителем, или были какие-то согласования, или были как, ну, вы ищете, да, работу, и вы уже как претендент на вакантную должность уже и писали резюме, и с кем-то встречались, собеседования проходили. Вот вам тут что-то подобное, как весточка может прийти, да, что вас приглашают. Но, значит, выбирать нужно очень грамотно. Всегда карта будет говорить о том, что здесь нужно быть внимательным к деталям. Все то, что я недавно сказала. Для кого-то из вас это может быть та работа, которая неожиданно несколько. Вы не хотели даже где-то рассматривать это направление, или было для вас, точнее, 50/50. Но, тем не менее, с вниманием к деталям здесь будет явный прогресс, причем на очень далекий период времени. Для кого-то из вас конкретно может помочь с работой какой-то конкретный человек. Пусть это не для всех. Здесь может быть, что ждет в работе. Может быть, это буквально с учетом короля мечей. Вам нужно переделать какой-то отчет. Вам нужно переделать или перезаключить, может быть, договор. Здесь могут быть, важные разговоры, когда, ну, по крайней мере, человек будет к вам настроен лояльно, то есть готов вам помогать. По этой карте иногда нам помогают деньгами. И для кого-то из вас, почему вот, может быть, нам и говорят карты, ты пока не торопись бросать ту работу, которую ты имеешь, или тот источник дохода. Тебе, если добавить что-то нужно к этому, вот, может быть, такой вариант рассмотреть, что ждет в работе. Не все вам будет нравиться, это точно. Может быть, у кого-то из вас, вот держите баланс, это факт. Вы можете с кем-то спорить сами, кстати, и не устройте конфронтацию. И если вы оказываетесь на работе, вы можете тоже ведь на учебе, на работе оказаться в коллективе, когда спор идет. Вот вам ни вправо, ни влево. На своей волне оставайтесь точно. Тогда вот, наверное, вот умение держать баланс, умение держать дистанцию, умение не поднимать перчатку в словесной дуэли для вас, вы знаете, раскрывает совершенно новые возможности и одновременно так вас ведет судьба. На шестерке пентаклей это правда так ведет судьба. И не сетуйте на жизнь, может быть, если прежде не получился какой-то проект. Вполне вероятно, еще произойдут изменения, что потом вы сами, как знаете, переоценку ценностей будете проходить. Что у меня не получилось это, да и не надо. И слава богу, может быть, что это не получилось. Потому что медленно, но верно вас, как высшие силы, пытаются вам помочь, именно чтобы вы, ну, оказались на той траектории своей судьбы, которая вам принесет больше вдохновения, больше радости, больше финансового эквивалента. Безусловно, это карта финансового успеха. Так, а что же ждет в финансах? Ух ты, карта императрица. Для кого-то, правда, посмотрите,
Император и императрица, помощь от людей вот проигрывается. Причем как от кого-то может быть ценный совет, дельный такой совет. Не советы посторонних всех подряд, и кто там что думает. Вовсе нет. А это именно какое-то дельное что-то, да, или как поступить, или, может быть, это предложение. Это то, может быть, как человек, который умеет уже определенный опыт, но это может быть еще и другой человек, близкий человек, который вам помогает деньгами. Для кого-то из вас вопросы в паре, мои дорогие, правда? И тут у вас на личную жизнь волшебная конфигурация, вполне вероятно. Но и карта императрицы говорит, всегда надейся сам на себя. Вообще, это карта вдохновения, мои дорогие, финансы. Значит, где-то новые планы строить, даже предпочтительно. Или когда какое-то творчество начинать. Дополнительный источник дохода через творчество, монетизация вашего творчества с учетом аркана императрица. Если мы сказали по финансам, для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, это может быть история, когда ваша любимая женщина ждет ребенка. И мои дорогие девочки тоже, кому это соответствует по возрасту и желаниям, я жду ребенка. То есть вот тут личная жизнь и вопросы материнства, детства, вот это тоже будет важно. Пусть это на финансы, значит, вы что-то будете планировать, исходя из этого. У кого-то вопросы дома, вопросы жизни не просто в паре, а место пребывания, мои дорогие. Императрица, конечно, плодовита, но это еще и идея. Поэтому воплощайте свои мечты в жизнь. Может быть, буквально сейчас, вот пробуйте что-то, я бы сказала так. Попробовали одно, попробовали другое. План А, план Б, план С. Не получилось, да и ладно. Не сработало, окей. Но совсем скоро вот вам придется делать какой-то однозначный вывод и выбор. Приготовьтесь к этому. Но и судьба помогает, ведет вас именно той дорогой, которая наиболее правильна. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я вас благодарю за вашу душевность, комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за вашу поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео, а также на мой сайт. Читайте мои публикации. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. И для этого у вас волшебное время.